Сегодня у нас еженедельная сводка Руслана Левиева. Напомню, Руслан и его команда Conflict Intelligence Team, с моей точки зрения, наиболее объективно и всеобъемлюще изучают и освещают ситуацию на фронте. Они не присоединяются ни к какой пропаганде, а рассказывают как есть. Чтобы вы были в курсе, я попросил Руслана раз в неделю готовить сжатую сводку с информацией о том, что происходило на этой неделе на войне. Давайте послушаем. Всем привет! С вами Руслан Левиев, и это еженедельная сводка с войны. Самым горячим участком фронта на этой неделе по-прежнему был участок местности к юго-западу от Авдеевки. Российские войска продолжают попытки наступления в сторону села Умынское, однако пока без успеха. Для ускорения захвата этой территории авиацией вооруженных сил России был даже нанесен авиаудар по плотине, расположенной в том же селе. Этим ударом была разрушена дорога, шедшая через плотину. Это позволяет защитить наступающие силы от ударов с фланга, поскольку район боевых действий отгорожен от украинских позиций водной преградой в виде каскада прудов. Чуть южнее описываемого района находится село Первомайское. Битва за него шла аж с августа 2022 года. И вот, во вторник, российские и украинские проекты заявили о полном захвате села российскими силами. 1,5 года на захват села с численностью до военного населения чуть больше 2000 человек. Помните эту цифру, когда будете рассуждать о перспективах мифических новых масштабных наступлений России. Боевые действия этой недели отметились и рядом необычной техники, которая применялась в сражениях. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, это российский танк, который за его оснащением моментально окрестили в интернете «Царь рэбом». рэб – это аббревиатура, которая расшифровывается как «радиоэлектронная борьба». Ну или, попросту говоря, глушилки. Самым грозным и эффективным оружием против военной бронетехники прямо сейчас являются беспилотники. А самым эффективным инструментом, защищающим от беспилотников, являются глушилки. Но с ними есть свои нюансы. Беспилотники, они, подобно смартфону в ваших карманах, способны работать на разных частотах. В поездках между городами вы наверняка не раз видели, как ваш смартфон то еле находит сеть 3G, то ловит отличные LTE, а иногда падает в еще более медленные типы связи. Вот похожим образом происходит и с беспилотниками. Только там сам сборщик, то есть производитель дрона, решает, на какой частоте он будет работать. И такие конфигурации меняются производителями довольно быстро и просто. Если же у вас стоит задача защититься от беспилотников, то вам надо решить, какие модели глушилок использовать. Потому что у каждой модели тоже свой список частот, которые она подавляет. И если так окажется, что вражеский беспилотник будет работать на другой частоте, то глушилка вас не спасет. Изучив, какие комплексы радиоэлектронной борьбы применяет противник, то есть какие частоты он глушит, вы можете специальным образом подобрать конфигурации беспилотников, чтобы эффективнее наносить ими удары. И отсюда следует вывод, что для максимальной защиты от беспилотников вам нужно одновременно использовать сразу много разных моделей глушилок. Именно это и увидели все на том самом танке «Царь рэбе». Его башня была увешана комплексами радиоэлектронной борьбы, как новогодняя елка. Их оказалось настолько много, что на башню пришлось поставить дополнительные мощные аккумуляторы и даже бензиновый генератор. Этот танк ехал во главе колонны и подавлял все беспилотники вокруг. Казалось бы, звучит неубиваемо, правда? Но в данной ситуации, как говорят, танк удалось поразить с помощью беспилотников с автонаведением на цель. Это следующий виток в этом технологическом сражении. Подразумевается, что на определенном этапе оператор дрона указывает ему на цель, а дальше беспилотник уже сам долетает до нее и атакует. В этом случае на последнем этапе связь с оператором не нужна, а потому и глушилка не защищает. Еще одним замеченным на этой неделе необычным экземпляром техники, про который мне хотелось бы вам рассказать, стал танк «Черепашка». По крайней мере, так мы прозвали его в команде. Со стороны от облика танка в нем остался только ствол орудия. Его вид моментально породил шутки на тему сходства с харвестерами из фильма «Дюна».
Почему же на войне приходится так уродовать технику? На беспилотниках, которые атакуют бронетехнику, чаще всего ставятся кумулятивные снаряды. Таким снарядам удается прожигать броню танка за счет того, что вся энергия взрыва она формируется в такую тонкую кумулятивную струю. И чем меньше эта струя рассеется, тем большую толщину брони она прожгет. Соответственно, задача всех этих решеток, сеток, стенок, которые навариваются дополнительно на технику, максимально рассеять кумулятивную струю, тем самым снизив эффективность удара. Как видите, технологии будущего, такие как машинное зрение, автонаведение на цель, соседствуют с самыми примитивными способами защиты, такими как наваривание решеток на технику. Ну и последним необычным экземпляром техники, отмеченным на этой неделе, стали мотоциклисты. Во вторник было опубликовано видео, на котором запечатлено, как 3 или 4 российских военных едут на 2 мотоциклах в сторону украинских позиций. Из-за особенностей монтажа видео, склеек, совершенно непонятно, какую роль в зачистке окопов сыграли эти российские военные на мотоциклах. Однако в целом идея штурма на мотоциклах выглядит крайне сомнительно. Мотоцикл подвержен даже противопехотным минам, да и больше одного пассажира с собой не увезешь. Да к тому же везде, где проедет мотоцикл, проедет и куда более подходящая для таких атак боевая машина пехоты. Я думаю, штурмовиков-мотоциклистов мы видим не от хорошей жизни. Неделю назад мы видели кадры боев, где на некоторые танки набивалось под 25 солдат. Для нас это является ярким признаком острого дефицита техники. Следует понимать, что это вовсе не значит, что техника кончилась. Во-первых, на разных участках фронта ситуация с наличием техники может принципиально различаться. Во-вторых, такой острый дефицит техники может являться временным явлением, связанным, например, с долгой логистикой поставок. И то подразделение, которое на этой неделе ходило в атаку на мотоциклах, на следующий вполне может пойти в бой уже на бронетранспортерах или боевых машинах пехоты. Так что же, возможно масштабное наступление России на Харьков в мае-июне? А чем наступать? Кавалерией? Всю неделю вооруженные силы России продолжали наносить удары по энергетической системе Украины. В четверг ракетным ударом была уничтожена крупнейшая теплоэлектростанция Киевской области – Трипольская теплоэлектростанция. Военный обозреватель издания «Бильд» сделал из этого далеко идущий вывод, что у Украины закончились все зенитные управляемые ракеты комплексом «Патриот» и «Аристев». Мы считаем этот вывод некорректным. Трипольская ТЭС находится в городе Украинка, расположенном порядка в 40 километрах от Жулян, то есть ближайшего предполагаемого расположения комплекса «Патриот». На такой дальности ракеты модификации ПАК-3 для комплекса «Патриот» попросту бессильны. Тем не менее, острый дефицит комплексов противовоздушной обороны и ракет к ним действительно есть. Сам Владимир Зеленский часто говорил об этом в последнее время. Впервые Владимир Путин прояснил о целях этих ударов по энергетике. По его словам, такие удары являются частью плана по демилитаризации Украины, поскольку они являют промышленный комплекс Украины. Кроме того, это является ответом на украинские удары по российским энергообъектам, как говорит Владимир Путин. Тезис о влиянии на оборонно-промышленный комплекс Украины очень спорный. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство военной техники и оружия приходит в Украину от западных партнеров, а не производится внутри страны. Соответственно, удары по энергетической системе Украины вряд ли могут дать какое-либо военное преимущество. Прошла неделя с момента массовой атаки украинскими беспилотниками по ряду военных аэродромов России. Под ударом тогда оказались аэродромы Морозовск, Ейск и Энгельс. Украинская сторона заявляла несколько уничтоженных или поврежденных самолетов. Минобороны России заявляла о перехвате аж 53 украинских беспилотников. Однако спустя неделю спутниковыми снимками удалось подтвердить только повреждение самолета Б-200 военно-морского флота России. Несмотря на пока довольно скромный результат этого налета, эффект может сказаться и иным образом. В
В прошлом году украинские атаки на аэродромы России вынудили армию России перебазировать часть самолетов дальше вглубь страны. Это автоматически увеличит расстояние от точки взлета самолета до точки пуска ракеты. А чем больше расстояние, тем больше возможностей воздушных сил Украины засечь готовящуюся атаку и приготовиться к ней. Также неделю назад громко прозвучала новость, что в чеченское спецподразделение «Ахмат» вольются 3000 бывших наемников группировки Вагнера. Во главе этих бойцов должен стать Александр Кузнецов с позывным «Ратибор», бывший командир первого штурмового отряда группировки Вагнера. Вероятность успеха этой затеи выглядит весьма сомнительно, учитывая, что во времена Пригожина в группировке регулярно бывали конфликты с Кадыровым и его приближенными. К тому же, стоит вспомнить судьбу похожей ситуации, где главным действующим лицом был другой бывший командир группировки Вагнера – Антон Елизаров с позывным «Лотос». Еще с конца прошлого года в телеграм-каналах много обсуждалось, что часть бывших наемников Вагнера перейдут под знамена Росгвардии. Под это даже был принят закон, разрешавший Росгвардии иметь в своем составе добровольческие подразделения. Как впоследствии стало известно, Антон Елизаров обещал руководству Росгвардии собрать 45-тысячную группировку, но всего смог привлечь около пары сотен наемников. В итоге идея воссоздать группировку Вагнера под крылом Росгвардии была похоронена. Скорее всего, такая же судьба будет и у затеи Ратибора Александра Кузнецова. Бренд Кадырова еще менее привлекательный для наемников, чем Росгвардия. И биография Кузнецова тут не поможет. Единственный регион, где продолжает упоминаться группировка Вагнера в контексте текущей деятельности, это африканский континент. Но и там наемники перешли под управление африканского корпуса генерала Аверьянова. А имя Вагнера сохранено скорее из практической целесообразности. Все-таки этот бренд в Африке знают. В целом же можно констатировать, что с убийством Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина закончилась история их частной армии. А все былые рассказы представителей Вагнера про братство, верность и честь оказались не более чем пшиком. Все выжившие наемники отнеслись к убийству своих руководителей и разгону группировки как нечто само собой разумеющееся. Раз уж мы вспомнили про Пригожина, давайте поговорим и про Стрелкова. На этой неделе телеграм-каналы заполонили сообщения, дескать, Гиркин-Стрелков вот-вот подпишет контракт и окажется на фронте. Напомню, что в январе его приговорили к 4 годам лишения свободы за экстремизм. А с такой статьей заключить контракт с Минобороны невозможно. Тем более, что один из постов, за который его посадили, был про невыплату довольствия военным. Странно было бы ожидать, что Стрелков не будет такое писать вновь, учитывая, что проблема никуда не ушла. В целом, эта новость возникла только из-за того, что командир одной из ДНРовских войсковых частей написал на Стрелкова «отношения». Отношения в терминах военной службы – это фактически ходатайство командира войсковой части, в котором он сообщает, что рассмотрел кандидатуру человека и решил, что он бы очень пригодился в их подразделении. Такой документ вовсе не обязывает Министерство обороны к заключению контракта с человеком. А значит, в судьбе Стрелкова ничего не изменилось. Ряд законодателей, таких как сенатор Андрей Турчак, депутат Мария Бутина и другие, внесли законопроект в Госдуму, который предполагает, что в условиях военного положения, контртеррористической операции, военное время сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний смогут без их согласия, во-первых, командировать в другую местность, возлагать на них дополнительные обязанности и переводить в другие подразделения с сохранением характера службы. Такие размытые формулировки могут подразумевать что угодно. Можно будет направить сотрудников СИНа работать дворником где-нибудь на Чукотке, или послать строить тюрьмы на оккупированных территориях, или, например, отправить на войну командовать подразделением, состоящим из бывших заключенных. В конце марта глава проекта «Русь сидящая» Ольга Романова говорила в комментариях прессе, что сейчас идет активная вербовка сотрудников СИН. По ее словам, часть забирают, чтобы строить тюрьмы на оккупированных территориях,
а часть специально сажают за какие-нибудь взятки и уже как бывших сотрудников СИН, а ныне просто заключенных, заставляют подписать контракт с Минобороны и отправляют на фронт командовать подразделениями заключенных. Честно говоря, все это выглядит очень подозрительно. Во-первых, законопроект пока является просто проектом, и он не утвержден. Во-вторых, идея ставить командиром подразделения бывшего сотрудника в СИН выглядит очень странно. Ведь у него нет никакого боевого опыта, чтобы командовать людьми в бою, давать приказы. А учитывая, что бок о бок с ним в бою будут идти с оружием в руках те, за кем он, возможно, надзирал, судьба его весьма туманна. Посмотрим, во что это выльется. Вот такие главные темы этой недели. Увидимся с вами на следующей.